Друзья, всем огромный привет. Мальдивский на этот раз из отеля Адаран Резорт Худ-Хуранфуши. Мы только сейчас приземлились на этот остров и сейчас дружненько вступили на остров вместе с вами, конечно. Первые эмоции, первые впечатления. Сейчас мы идем на ресепшн. Нас сейчас будут регистрировать. Вот Адаран Резорт Худ-Хуранфуши. Очень необычное ощущение. Ну, то есть здесь в Мальдивах курорт, он же резорт. И на каждом курорте, на каждом резорте всего лишь один отель. То есть весь этот остров — это один большой отель. Здесь у нас на входе рыбки. На входе это у нас здесь ресепшн с рыбами. Так, вот мы сейчас здесь расположимся, не будем регистрироваться. Смотрите, здесь же у нас приветственный стол, можно кофеечку выпить, чаечку. Это тут еще есть. Смотрите, обратите внимание, здесь во всем отеле, даже, как сказать, здесь везде песок. То есть тут вообще можно, в принципе, ходить босиком. Нет никакой плитки. Полина, ты куда? Поля решил к рыбкам окунуться. Промочила ножки. А? Зай. Приятная музыка играет, расслабляющая. Так, мы потихоньку с Полькой обследуем зону ресепшн. Так, вот смотрите, здесь все выглядит уже так вам поспокойнее. Покажу. Так, мы приехали, это у нас, наверное, новое видео с небольшой семьей, сегодня небольшим составом. Я, моя жена Жанна и Полина. Остальное наше семейство пока дома. Так, здесь же у нас по соседству вижу барчик уже, но мы все это исследуем, все разведаем, все вам расскажем. Ну, у нас больше вот такие, знаете, видео не постановочные, как всегда, а живые, настоящие, как будто вы сами приезжаете. Как все происходит вначале, как вы регистрируетесь. Не буду ждать, наверное, хорошей погоды, чтобы снимать только хорошую погоду, буду снимать все как есть, потому что погода бывает и хорошая, и нехорошая. Но здесь всегда хорошая погода. Просто бывает солнечно, бывает дождливо, все делится на сезоны, попозже вам все буду рассказывать. Так, ну здесь не надо толпиться у ресепшена, нам всем раздали бумажки, и мы все спокойно заполняем все данные. Ну а я пока решил сделать себе чашечку кофе. Ой, Коль, что там? Полька меня привела к бассейну или к бару. Тут кокосы, напитки. Вообще красота. Это, Поль, чаша. Наверное, ноги мыть. Че прикольно, вот что Полька уже пришла. И здесь уже, можно сказать, на ресепшн сидит, играет с песочком. Вот это вообще классно. Нас сейчас собрали и все рассказывают с переводчиком. Где бы мы ни были, Коля здесь лепит кулички и играет с песком. Рассказали про всю концепцию отеля, где что находится, где что платно, где что бесплатно, чем можно пользоваться. Ну, я вам все это буду рассказывать в наших видео. Прямо в плейлист заходите, подписывайтесь, раздел плейлисты, и там все видео будут по порядку с первого, как мы сюда летели, вообще как прошел перелет, если кто не смотрел, зайдите посмотреть. И весь отельчик вам буду показывать, отдых вообще здесь на Мальдивах. Что заходите, смотрите, мы сюда поддержите видео лайком, комментарии ваши пишите, вопросы, ну или просто спасибо, если было интересно. Наши номера будут готовы в 2 часа по международному стандарту. Заселение будет. Сейчас пока можно пойти перекусить в ресторан. Так, здесь все на английском говорят. Это переводила туристка, которая с нами приехала. Он переводил для тех, кто не понимает по-английски.
Смотрите, и здесь песочек. Так классно, можно босиком ходить везде. Ресторанчик очень большой. Слушайте, мне прям это очень нравится. Первое впечатление прям вообще. Как у вас первое впечатление? Пишите. Жмите паузу и пишите обязательно. Ага, спасибо. Естественно, все поподробнее я вам попозже буду снимать по еде, что как, какая еда, что вкусненько дают, какие там приоритеты, как здесь, что там по напиткам. В общем, как всегда, вы все увидите. Так, смотрите, фишка на Мальдивах. Здесь за вами закрепляется стол, и вам никогда не надо будет искать стол. Вы все время садитесь за один, за вами его закрепляют, и все, приходите, садитесь за свой стол. Нам дали там у стеночки, но мы хотим, чтобы был вид красивый, попросили нам сразу другой столик. В общем, мы выбираем, мигрируем от стола к столу. Пока свободно, поэтому мы занимаем себе столик, чтобы у нас на постоянку был вид на природу куда-нибудь. Спасибо, very much. Все, теперь у нас всегда будет этот стол. И он у нас, кстати, под номером 8. Это мое любимое число. Сразу нам наливают водичку. Жанна снимает сторис, да, не забывайте подписываться к Жанне в Инстаграм, ко мне в Инстаграм. Все ссылки в описании под видео, как всегда. Ну и Жанна вас, если захотите, отправит на Мальдивы, в Турцию, в Доминикану, на Кубу. В общем, куда захотите, любой страну мира подберет именно тот отель, чтобы он вам зашел на ура по вашему бюджету, чтобы все было супер. Потому что некоторые приезжают в молодежный отель, а хотят релакса и удивляются, что же такое случилось, куда их турагент отправил, чтобы таких нюансов не было, чтобы вы приехали именно то, что вы хотите получить от отдыха. Жанна вам организует такой отдых. Она знает все отели всего мира. Детский нож есть, смотрите, да, чтобы не порезаться. Как первые эмоции, как впечатление? Я вас спрошу. Жмите паузу, пишите. Поль, как тебе первые эмоции? Классно? Нравится тебе? Мы куда приехали, ты знаешь? На Мальдивы. На Мальдивы? Да, класс. Не забывайте, друзья, ставить лайки. Как говорит Поля, без лайки. Но без лайки не надо, не ставьте. И сейчас вообще отменили уже. Лайки и... А другое это что, Поль? Одно лайки, а второе? Как? Поверни сюда, ты меня не слышно. Как второе? Без лайки. Без лайки. Понятно? Все, без лайк. Лайки, да, лучше. Так, я не выпрашиваю. Некоторые вам пишут в комментариях. Это помогает продвигаться видео, чтобы видео лучше ранжировать. Потому что если вы подписаны, допустим, на канал, чтобы вам пришло уведомление, нужно, чтобы остальные все подписанные ребята ставили лайки, писали комментарии, чтобы была какая-то активность под видео. YouTube так устроен, сейчас вообще мудрить с просмотрами очень жестко стал. У всех блогеров так, поэтому поддерживайте, друзья. А я стараюсь для вас контентик снимать, чтобы все вам рассказать, показать. Не забывайте, что эти видео пошли в формате 4К. В настройки заходите, вставляете максимальное качество. На телеке можете смотреть, на компьютере, где хотите, чтобы качество было хорошее. Все с стабилизатором снимаю. Osmo Pocket 2, микрофончик вперед. Все, как вы пишете в комментариях, все стараюсь реализовывать, поэтому ваши комментарии не останутся незамеченными. Так, ну что, мы оттрапезничали. Я говорил, это у нас 4. Питание вообще супер. Попозже вам все покажу, все расскажу, что дают. Забегая вперед, скажу, морепродукты супер. Фрукты экзотические тоже супер. Здравствуйте. Здесь я буду пропагандировать русский язык и наше простое. Здравствуйте. Немного подзарядились. Солнышко, я думаю, скоро появится. На самом деле, знаете, не важно, есть солнце или нет. Сейчас там на небе тучки такие, но они такие светло-белые. И так тоже очень хорошо. Поэтому вы увидите все и пасмурную погоду, и солнечную, и дождливую. А сейчас идем заселяться и смотреть виллу, номер, посмотрим, что нам там дадут. Что нам дали ключи. Один ключ
заветным. Идем искать наше помещение, где мы будем обитать все следующие 7 дней. Так, кстати, нет, птица так кричал. Не кто-то из детей. И так прикольно, здесь нет асфальта, нет никаких дорожек. Везде песочек. И там, где дорожка, здесь, естественно, знаете, как песочек на чем-то, на какой-то поверхности. Непонятно, то ли естественная, то ли неестественная там какая-то плита. И так идешь. Слева океан. Ветер, правда, задувает небольшой. Справа виллы. Ну вот, пройдя метров 50, мы дотопали до нашей виллы. Смотрите, есть виллы двойные, а есть вот такая вот одинарная. Вот у нас одинарная. Пойдемте скорее внутрь, посмотрим, что же у нас там. Так, птички поют. Смотрите, перед входом здесь можно помыть ноги. Так, ну давайте заходим, посмотрим на нашу виллу. У нас она зеленого цвета. Это наша большая кровать. Жанна будет. Здесь будет спать Полька. Вид, смотрите, какой красивый. Можно расшториться, зашториться. Давайте сразу по порядку, да, пойдем. Сначала так вот обзорно немножко покажу. Вот так, да, потом по порядку. Смотрите, здесь у нас вода, 3 бутылки, фрукты, приветственный набор, чай, кофе. И даже есть кофемашинка с капсулами. Потом, что у нас тут, давайте посмотрим. Здесь у нас мини-бар. Заглянем туда. Мини-бар пополняется каждый день. О, ничего себе, там огромное количество Берандеса. Потом спрайт. Я вот так отодвинул Полькину кровать, чтобы нам получше было видно. Кола. Спрайт, да, я уже сказал, Швепс, 2 вида. Потом, смотрите, соки. Сколько? Штук 5. Еще 2 молочка. Шоколадки 2 штуки. Ну, слушайте, китката. Ну, очень, как бы, прям это богато пополняется. Мини-бар каждый день. Что там у тебя по? Фруктики. Ты видел, тебе там шоколадочки дали? Шоколад? Да. И розеточки, смотрите. Евро. Нету? Есть не евро розетки. Так, пойдемте дальше, поворачиваемся. Так, ну у каждого возле кровати по одной тумбочке. Напротив у нас телевизор, стол, где можно поработать. Мягкая кроватка. О, класс. Смотрите, здесь еще зеркало. Тоже можно посидеть, помонтировать. Ну, я монтирую обычно лежа, потому что я так на работе слишком много сижу. Что за? Ребята, я вам хочу кое-что показать. Да? Сейчас, подожди, сейчас зайдем, посмотрим. В общем, здесь еще кушетка для гостей. Можно здесь за столом присесть вечерком. Так, здесь у нас, смотрите, полки, пляжные полотенца, Wi-Fi, роутер. И здесь, кстати, оптоволокно сюда заходит. Мы идем по морю. Ребят, смотрите, снизу жилеты. Зонт, если будет дождь. Большой сейф. Сейф бесплатный, кстати, огромнейший. Туда можно кого угодно засунуть. Вешалки. Так, давай, Поль, закрываем шкаф. Осторожно. Голову побереги и заходим. Вот сюда. Что за комната там у нас? Давай. Показывай. Опа-на, ослепительная красота. А здесь у нас душ. Летний. Летний душ. Смотрите, песок. Прямо в номере, можно сказать. Да, здесь у нас душ. Под пальмой, под открытым небом. Слушайте, ну просто красота вообще. Ладно, особо много не кричать. Хочешь, вылез, кокос пожевал, сорвал, обратно залез. Поле мне прям говорит, песочек мягкий, да? Белый, можно ходить. Смотрите, если вас не привлекает уличный душ, есть еще здесь же закрытый душ. Такая душевая кабина большая. Здесь же туалет. Пожалуйста, сел, дышишь свежим воздухом, сидишь, отдыхаешь. Там зеркало, так, главное, да, ноги не забыть отряхнуть. Здесь такое специальное полотенце, чтобы об него тоже можно было отряхнуть ноги, чтобы все в номер не тащить. Есть у нас раковина, зеркало, что внести. Марафет, фен есть. И туалетик, да, салфетки. Смотрите, огромное количество всяких принадлежностей, да, лосьон, боди-вош, шампунь, шапки, маски, все как обычно. Сейчас посмотрим, что у нас здесь еще. Ну, слушайте, много всего, так прям, смотрите, есть даже бритва,
пена для бритья, да, это вот их 3 штуки вот из этих пачек. Потом ватные палочки, да, есть. И зубные щетки, это я уже все распаковал. И зубная паста. Каждому по штуке, 3 штуки. Что, зайка моя? Я здесь самое важное и приказываю вам поставить лайк. Лайк. Подписаться на канал. Слушайте, ну классно. Жмите паузу, пишите, как вам вот это вот. Такая атмосфера душа летняя, мне кажется, очень прикольно. Вечерком стало. Звезды светят, и луна. И ты моешься. Слушайте, ну прям вообще прикольно. Кстати, вон солнышко пробивается через дымчатость. А вот, смотрите, полетело. Это здесь, короче, не летучие мыши, а летучие лисы, по-моему, или летучие собаки называются. Они такие здоровые, смотрите. Такое ощущение, что мы куда-то это попали в мир динозавров. Пойдем, ножки мои. Пойдем, ножки мои. Ну и еще раз наш номер. Вот отсюда уже с этой стороны. Кое-что покажу. Давай, это нам Поль кое-что покажет. Ты так, смотришь, лежишь, спишь, отдыхаешь, вышел, проснулся, ножки помочил, да, и вышел на балкон, да, собственно, где балкон? Балкон там же, где легко. Вышел, посидел вечерком, днем с утра. А самое главное, смотрите, прошел 30 метров, а там у нас уже океан. Дил у нас, если что, под номером 120. Заходите в гости. Так, смотрите, важный вопрос по поводу розеток. Что-то я ищу. Вижу только розетки вот такого стандарта. А, хотя они, знаете, универсальные. Сюда можно тоже вставить обычную розетку. С другой стороны посмотрим. Да, здесь тоже так. То есть можно и европейскую ставить, и не европейскую. И много розеток. Что-то раз, два. Каждая сторона куча выключателей. А, управление вентилятором. Да, смотрите, здесь еще есть. Получается, вентилятор можно включить. Вот так вот он будет крутиться. Мы сейчас его пока выключим. И есть кондей. Вот, мы зашли. Здесь уже было прохладно. Охладили, мы его выключили, потому что достаточно. Оль, покажи. Оля уже. Очки, плавки, купальник же. Мы оделись и сразу же, конечно же, бегом к океану покорять океанскую пучину. Тут особо, конечно, бежать не надо. 2 шага сделал и все. Вся красота. Как на ладони. Сейчас небольшой ветерок задувает. Какая красота вообще. А вон она. Как, знаете, бывает вилла со своим бассейном, а здесь вилла со своим океаном. Пойдем. Метров 30. И у тебя океанишка. Пойдем, зайка, пойдем. Посмотрим, какая водичка. Мы взяли Польке вот такие тапочки, поэтому деткам сразу берите. Потому что здесь, сейчас посмотрим, что есть на дне. Да, здесь не такие камушки, типа ракушечек. Ну да, так на самом деле надо их брать. Это тоже в тапочках, а я без тапочков. Я все по натуральному. Ой, вода теплая, градусов 20, да. Вообще класс. Передаю вам, друзья, заряд этих океанических эмоций. А цвет у нас сейчас, естественно, один. Когда выйдет солнышко, друзья, фиксируйте, момент будет совершенно другой вид. Ну, я так думаю, я так и рассчитываю. Но мне кажется, будет именно так. Поэтому в других видео вы обязательно увидите, как здесь будет солнечная погода. Ну и потом у нас здесь с вами целый остров. Если ходить по кругу, то будет разный пляж везде. Я думаю, что и разный цвет волны. Дроны обязательно запустим, наверное, вы уже видели кадры дрона. Если все в порядке было. Ладно, все, оставляю вас на берегу. Идем мы с Полькой купаться, еще раз вам заряд этих океанических эмоций. Все сейчас так спокойненько, релакс, да, если что, я, кстати, мы ночью летели, я пошел всего часа 2, наверное, может быть 3, максимум, поэтому себя притормаживаю и выкидываю, ничего страшного, это все перелет, ну и релакс, поэтому здесь все спокойненько так, все классно. Давай, Зай, только аккуратно, да, вот эти, кстати, вот на дне, что-то типа, да, коральчиков, сейчас посмотрим, то есть, ну, если вы не любите, чтобы вам по ногам что-то там мешалось, то тоже тапочки такие берите.
и залезает. У меня тапочки. Смотрите, здесь бегают прозрачные крабы. Вам их не видно? Смотрите, это краб. Я думал, это пух какой-то летает. Смотри, видишь ракушка? Сейчас эта ракушка побежит, там краб сидит. Смотри, оп. Побежали. Укатился. В общем, мы решили сейчас пойти прогуляться. Мне кажется, мы уже прошли полуострова. Сейчас еще чуть-чуть, и будет вторая половина, и весь остров по кругу обойдем. Смотрим, разузнаем сейчас все. Потом рассказать вам, где, чего и как. Классно. Но там у нас ветерок, а здесь уже нету ветра. Ну, завтра прогноз может поменяться, и, конечно, уже там, наоборот, может не быть ветра. Мы смотрим. Ну, мы, как всегда, мы сейчас в планах у нас, может быть, переехать в другой вью. Вы знаете, вот сначала в один номер, потом в другой скачем, прыгаем. Сейчас посмотрим, выберем самое лучшее. Потом я вам расскажу, какие номера самые лучшие, какие цвета, они еще по цветам делятся. Поль, хорошо, Поль? Я Тепло. поэтому выбираю место. Место себе, да, выбираем? Нам. Ты молодец, нам даже молодец. Поль у нас главный. Потому что когда называли наши фамилии на ресепшене, все время называли Полину на школу. Ни меня, ни Жанну, но Полина тогда у нас всегда главная. Так, в общем, смотрите, мы прогулялись. Здесь вот мы сейчас вернулись. Ветер, не знаю, как ветрозащита отрабатывает. С той стороны ветра нет. Я посмотрел прогноз по Яндексу. Каждый день ветер западный, то есть он дует именно вот так. И завтра дальше чуть побольше ветра. Вот. И каждый день примерно там 3-5 метров в секунду ветерок. Вот такой вот. С порывами до 9, по-моему. Но это как бы немного считается. Ну, то есть, если вот тучная погода такая будет, как сейчас, то уже не очень комфортно. А там прям тепло, прям жаришка, вообще не ветришь. Поэтому сейчас попробуем поменять номер. Несколько раз, если там, конечно, поменяют, может быть, все занято. Посмотрим. Слушайте, но зато здесь более солнечно даже вот на пасмурную погоду, да, не исходя из этого, все равно солнце пробивается, здесь как-то прям даже подпекает. Больше ищем идеальный вариант. Идеальную сторону острова. Вот так вот. Так, сейчас мы забрели на пляжный бар. Сейчас посмотрим, что здесь дают, что наливают, чем угощают. Здесь меню на английском. Сейчас изучим все, позаказываем и будем рассказывать, да? Еще здесь вкусняшки можно покушать взять. С таким прекраснейшим видом пойти потрапезничать. Вот так вот мы набрали вкусняшек, кока-колы. И вот под таким прекраснейшим видом под пальмами. Так, в общем, одной картошкой дело не закончилось. Тут пошли в ход бургеры, шмургеры, как всегда. Все остальное, все вкусняшки. Сейчас мы все пробуем, распробуем. Уже переместились в бар. Вот там вот ветерок, вот он как дует. Вот там продувает немножко. А здесь в баре вообще отлично, ветра нету. Сидим тут музычка, релаксуем, в общем, с приезда. Но мы еще так и не спали. Наверное, надо будет попозже пойти на часик подремать, а то надолго нас не хватит в таком темпе.
То мы с Полькой накупались на другой стороне океана. На другой стороне, точнее, этого острова. Сейчас пришли к нам. Смотрите, хочу узнать, как потом на видео, чтобы вы посмотрели, как меняется цвет океана во время перехода дня. То есть, ну, скажем, как было днем, сейчас уже ближе, может быть, к вечеру. Все это отсюда, он кажется более бирюзовым. Видите, такой бирюзовый цвет. Это еще считается, что солнца нет, а все тучи так и стоят. Мы потихоньку возвращаемся на нашу бич-виллу. Как? Дом. А как мне что это? Без дом. Нет, это что ты сказала? Дом. Нет, это бич-вилла. Ты сказала не бич-вилла? Опаньки, у нас уже темно. Уже вечерочек. Мы в итоге так и не подрыхли, не поспали. Полусонные. Отправляемся в поисках людей. У нас время 6:48, 18:48, а ужин с 7:30 до 9:30. Что-то мы это рановато пришли. Ну, пойдем пока на детскую площадку. Покачаемся. Пойдем прогуляемся к вечернему океану. Не знаю, как у вас тут свет, что вам видно. Все на авторежимах, маленькая камера у меня. Стабилизатором большую не взял, большая дома лежит. Ну, точнее здесь, в номере. Ой, смотрите, акула. Еще одна, смотрите, тарифовые акулы, они вроде не кусаются. Ну, они не кусаются, вроде таких случаев еще не было. Польке дали рыбку, и Поля сейчас будет им бросать. Какая большая, смотри, тоже. Ой, покусанная. Схватки с другой акулы. Инстинкт уже. Ну, знает, где кормят. Кто же уйдет с прикормленного места. Вдруг казалось 40 минут до ужина, еще с лишним. Пришли рыбок, посмотрели, покормили. И уже на ужин пора. Вечерком тут очень классно погулять. Все подсвечивается. Шум моря. Мы на другую сторону острова сейчас пришли. Там, наверное, ничего не видно, темно. Но шум потрясающий. Морской бриз с этой стороны. Вот, смотрите, сейчас мы пришли на другую сторону острова. Здесь у нас волны. Морской бриз потрясающий такой звук. Там заряд релакса. Что и добро пожаловать на ужин. Сейчас мы пришли, народу еще мало. Такая вот красота, как раз вам покажу, как здесь выглядит зал открытого типа, очень классно. Не жарко, не душно, все готовят, шкварчит, хрустит. Естественно, мы вот сегодня целый день, да, не было солнышка, такой через дымку такой, да, через тучки даже, я бы сказал. У меня по ощущению, что как будто лицо обгорело. Приходишь, сразу тебе водичку наливают, спрашивают, что желаете пить. Ну, естественно, здесь надо на английском говорить, по-русски вообще не понимают ничего, поэтому если поедете, ну, там простые фразы, что вы желаете, все это легко прям. Открываете словарь, если не знаете, и оп-оп-оп, все заказываете. Или на Яндексе, если вы, да, нет словаря, устанавливаете Яндекс.Переводчик себе, сразу скачиваете офлайн доступ, чтобы без интернета работало, и все, там переводите. Спокойненько говорите, если у вас прямо совсем беда с английским, ну ничего сложного. В прошлом видео мы симки купили сразу в аэропорту, если вдруг кто-нибудь смотрел, но здесь на самом деле с интернетом все хорошо. Нам при заезде дают пароль сразу, ну то есть если у вас двое человек, 2 пароля дают. Вот у меня еще ноутбук, и сказать там попозже подойти, еще дадут для ноутбука пароль.
вводите, все, он сам не отключается. Ну, то есть иногда отключаете, пропадает связь, заходите, просто включаете Wi-Fi, и все. Работает довольно-таки хорошо, даже очень хорошо. Там даже видео можно с YouTube загружать. Номер класс. Ну и так вообще по территории тоже неплохо работает, поэтому... В принципе, не обязательно симку покупать, но это сейчас на данный момент один день, потом, как бы, ну, конец отдыха, я там все итоги подведу, посмотрим, как работает. Вдруг он сегодня хорошо работает, потом не хорошо. Ну, я буду надеяться, что он очень хорошо будет работать, как сегодня. Маски тут, естественно, никто не просит одевать, но потому что здесь открытое пространство, все продувается, ну и народ не так много. Поэтому улица, считай, безопасно. Набрал себе всякой вкуснятины, даже шаурмишка есть. Ну, остальное, что стол, я попозже поснимаю, сейчас все распробую, чтобы потом уже вам рассказывать. Такая вкусняшка подаю. И все вам покажу. Вот такая вот шаурмишка моя. Самая любимая моя еда. Как говорит, еда богов. Очень натуральная была. Приятного всем аппетита. Слушайте, ну очень вкусное питание, еда. Прям обалденная мяско, рыбка, крабики. Все, фрукты, вообще обалденно. Завтра начну снимать вам уже шведский стол. Чем завтрака, потом обед, ужин. Все вам покажу. Так, здесь у нас еще должно быть какое-то мероприятие. Что-то типа живой музыки, оно перед ужином было, а сейчас куда-то исчезло. Мы, я чувствую, сегодня очень рано пойдем спать. Что-то уже подустали, надо пойти отдохнуть. Так, мы сейчас гуляли, ночная прогулочка, и забрели в Тики-бар. Такое отдаленное местечко, завтра днем вам покажу, где он находится. Тут много коктейлей, много напитков. Сейчас спросим, что включено. Что отключено? Не знаю, как вам видно, но здесь такая, знаете, вечерняя, приятная атмосфера с подсветочкой, легенькая музычка. Там морской бриз Сочи. Так, ну вот у нас живая музыка подъехала вечером после ужина. Ну, друзья, давайте, наверное, на этой позитивной ночи закончим этот видос. Как всегда, желаю вам на отдыхе вообще не замечать никаких мелочей, держаться только солнцем, морем, позитивом, вкусняшками. Путешествуйте, конечно. Заряжайтесь. Огромного вам всем удачи. И пока. Ой, пока. Завтра увидимся, завтра продолжим. Все в плейлисте, колокольчики, чтобы уведомление было. Давай. Давай. О. Отличный удар, Поль, молодец.